Да, это Макс, и сегодня вы узнаете, как можно выучить русский язык за 1,5 года. Да, мы сейчас совершим путешествие в Грецию, где девушка по имени Джоанна расскажет нам, как она выучила русский язык. Как дела? Я надеюсь, что у вас все хорошо. Я чувствую себя очень хорошо, потому что наконец-то мне пора ответить на некоторые вопросы задания Макса. Сейчас я сижу в Камаре. Это самое популярное место встречи студентов. Здесь встречаются, чтобы гулять по городу. И да, давайте начнем с вопросами. Почему ты решила изучать русский язык? Почему я решила изучать русский язык? Честно говоря, я не знаю. Просто я хотела что-то новое делать. А в то время я уже 1 год училась в университете, и это мне не так нравилось. Поэтому я хотела что-то новое делать, кроме университета. И так как я слышала, что русский язык очень трудный, и если ты хочешь работать в каком-то гостинице в Греции, на островах, то это было бы хорошей квалификацией. Поэтому я думаю, что я начала изучать русский язык. В общем, потому что он трудный, и для причин работы. Да, я думаю, что да. Как давно ты изучаешь русский язык? Официально это бывает 1,5 года, но как я вижу это лично, почти 6 месяцев. Почему я говорю это? Потому что что-то изменилось в моей жизни. Я познакомилась с одним человеком из Польши, который говорил со мной по-гречески. И в тот момент я обнаружила, что значит действительно изучать какой-то язык. Он постоянно смотрел видео по-гречески, он читал тексты по-гречески, и сейчас он говорит лучше, чем я. И в тот момент я хотела изучать серьезно русский язык, заниматься серьезно русским языком. И да, вот уже 6 месяцев, я думаю, что это хорошо бывает. Какие еще иностранные языки ты знаешь? Я владею английским, немецким и, конечно, греческим языком. Но я забила почти все по-немецки, и я надеюсь, что в следующем году я поеду в Германию по обмену студентов в университете, и там я надеюсь, что лучше учить этот язык. И сейчас я гуляю по другому району города, немного разный, чем центр города. Это автобус. Туалет, велосипед, Греция. Была ли ты когда-нибудь в России? К сожалению, нет, но я очень-очень сильно хочу поехать туда, посетить Россию, Петербург, в общем, города Золотого кольца, и разговаривать с русскими людьми, конечно. Это было бы просто мечта.
ты изучаешь язык сама или ходишь на какие-то языковые курсы? Я хожу на курсы русского языка, но это, конечно, недовольно, потому что тебе надо постоянно учить язык, чтобы лучше изучать. И, конечно, я могу сказать, что я тоже сама изучаю, потому что я смотрю видео, я читаю тексты и да. Сложный ли русский язык? Как ты думаешь? Да, конечно, это сложный язык, произношение, грамматика, слова, но да, тебе постоянно надо думать, прежде что-то сказать, это просто бывает. Что самое сложное в изучении русского языка? Самое сложное для меня, я думаю, это слова, потому что я не могу помнить все эти слова. И да. Друг, спасибо. Есть ли у тебя какой-то секрет в изучении русского языка? Секрет. Как раньше сказала, то, которое очень мне помогло, это делать что-то на русском языке каждый день. Это может быть видео, какой-то текст в интернете, например, в сайте WikiHow. Это сайт, который учит нас, как делать все. И ты можешь TED Talks на русском смотреть, влог Макса, Соня Язман, ютуберс, в общем, даже картинки с изображением русских предложений, например, привет, доброе утро, все. Важно ли погружение в языковую среду? Что ты об этом думаешь? Да, конечно. Чем больше ты смотришь что-то на русском языке, тем лучше его учишь. Например, ты можешь следовать в инстаграме русских людей, шоу каждый день ты что-то на русском языке делаешь. Нужно ли ехать в Россию, чтобы выучить русский язык? Чтобы лучше изучать, конечно, лучше поехать в Россию, потому что там тебе надо постоянно говорить по-русски. У тебя нет другого выбора. Что ты знала о России или русском языке до того, как начала его изучать? Честно говоря, почти ничто не знала о России, только что язык очень трудный, очень сложный, немного с забавным акцентом, что много русских людей приезжают в Грецию. И, в общем, да, когда я начала, я была согласна с тем, что этот язык очень трудный и сложный. И немного знаю о Советском Союзе и о некоторых русских писателях. Но, в общем, мне просто нравится эта сложность, этот язык, это произношение. Просто мне нравятся люди, которые я смотрю в YouTube. И да. Какой самый важный совет ты бы могла дать нашим зрителям? Делать то, что вам нравится. Не волнуйтесь ни о чем, просто улыбайтесь, и все будет хорошо. И самый важный вопрос. Как ты думаешь, ходят ли по улицам России медведи?
медведи, наверное, ходят, но мне надо это разобраться, поэтому я поеду в Россию и сразу я отвечу вам. Я хочу сказать огромное спасибо. Я очень рада, что я ответила на все эти вопросы, просто они были классные, и я надеюсь, что это было очень интересно. И да, я с нетерпением жду meetup в России. Пока!